Какой-то кошмар. Почему российских фигуристок лишили чемпионата Европы? Целое поколение великолепных российских спортсменов может остаться без побед на главных турнирах. Что вообще происходит в фигурном катании? 10 декабря состоялся Совет Международного союза конькобежцев, на котором приняли важнейшие решения относительно текущего сезона в фигурном катании. Главный вопрос заседания – судьба чемпионата Европы, который запланирован на период с 25 по 31 января в Загребе. Турнир отменили из-за мирового вируса. К сожалению, сбылись худшие опасения. Чемпионата Европы по фигурному катанию в 2021 году не будет. Великолепное поколение российских фигуристов и фигуристок оказались лишены шансов на медали, одного из самых престижных и значимых турниров планеты. Грустно, что некоторые по-настоящему крутые спортсмены повесят коньки на гвоздь, так и не став чемпионами Европы. Сейчас, как никогда, фигуристам важно сохранять позитивный настрой и продолжать тренироваться в надежде, что хотя бы чемпионат мира не будет вычеркнут из календаря. Будем верить в лучшее и мы. Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник объяснил, почему было принято решение об отмене чемпионата Европы 2021 в Загребе. Очень легко понять, почему решение именно такое, общая ситуация в мире только ухудшается. Мы пришли к этому решению с большим сожалением, но обстоятельства не позволили сохранить турнир, сказал Лакерник. Отмена чемпионата Европы в 2021 году автоматически означает, что Алена Косторная будет владеть этим престижным титулом в течение 2 лет. На турнире в Граце Алена превзошла и Анну Щербакову, и Александру Трусову. Причем тогда еще все 3 девушки тренировались у Этери Тутберидзе. Отмена чемпионата Европы – второй по силе удар по ИСУ за всю мою спортивную и тренерскую жизнь. Первый – отмена чемпионата мира. Внезапные трудности, сложности и трагедии порождают в людях еще большие физические и нравственные силы. На сегодняшний день мы можем наблюдать это на примере отечественного фигурного катания, в котором все 4 вида испытывают невероятный подъем. Уверен, что иммунитет отечественного фигурного катания достаточно силен, чтобы победить эту болезнь, сказал Мишин. Реакция Татьяны Тарасовой на отмену чемпионата Европы. Татьяна Тарасова призывает спортсменов сосредоточиться на чемпионате России и надеяться на проведение чемпионата мира. В такой ситуации даже Татьяна Анатольевна впервые. Чемпионат Европы отменен. И это понятно, сейчас в мире тяжелая обстановка, люди болеют, положение сложное. Но мы должны делать свое дело, и если мы можем провести чемпионат России, его надо проводить, еще что-то устроить для взрослых фигуристов перед чемпионатом мира. А что касается финала Гран-при, то лучше бы они посовещались и провели его у нас, мы всегда готовы. Наша задача – провести турниры с пользой для дела. Про максимальную безопасность смысла говорить нет, ее нет даже когда ты сидишь дома. Мне кажется, важно сохранять соревнования, пока это возможно, пока у нас есть силы, сказала Тарасова. Гениальные российские фигуристки так и не выиграют ничего крупного. Как же жалко девочек. Трусова и Щербакова ни разу не выигрывали на главных международных стартах. Несправедливо. Фигурное катание охватила тотальная безысходность. Чемпионат Европы отменили. Надежда на сохранение чемпионата мира – минимум. И как назло все это происходит, когда у сборной России появилось потрясающе талантливое поколение фигуристов. Они заслуживают права стоять на пьедесталах самых престижных турниров. Им должны рукоплескать переполненные арены по всему миру. Но вместо этого наши лучшие фигуристы вынуждены пропускать один важнейший старт за другим, и жить во мраке неопределенности. Только вдумайтесь. Анна Щербакова и Александра Трусова навсегда изменили фигурное катание, но до сих пор не завоевали ни одного взрослого международного титула. Им просто не дают такого шанса. Как же жалко девочек. Российских фигуристов лишили не только медалей. Решение Международного союза конькобежцев стало предсказуемым, но от этого не менее болезненным для российских фигуристов.
Отсутствие важнейших стартов не только оставило их без возможности посоревноваться с лучшими зарубежными коллегами, но серьезно затруднило поиск мотивации для ежедневных тяжелых тренировок и освоения новых сложных элементов. От отмены чемпионата Европы сильно пострадали все, кто имел хоть какие-то шансы туда отобраться. Чемпионат Европы 2020 года в Граце принес России 10 медалей, включая 4 золота, и мы были вправе рассчитывать на не менее успешный исход турнира в Загребе. Но если бы речь шла только о медалях конкретного чемпионата Европы. Российские фигуристы за год до Олимпиады лишились возможности заработать или укрепить свой авторитет на международной арене, заслужить лояльное отношение арбитров. Но обиднее всего все равно за наших девочек. Российские фигуристки на данный момент лучшие в мире, но парадокс заключается в том, что часть из них по-прежнему остается без крупных побед. Из знаменитого трио Трусова-Щербакова-Косторная только Алена обладает титулом чемпионки Европы. Учитывая, что чемпионат мира 2020 года был отменен, это самая значимая победа прошлого сезона. В итоге девушки, которые совершили настоящую революцию в фигурном катании, не могут подтвердить свои достижения золотыми медалями. В условиях жесткой конкуренции, когда даже в обычное время подняться на вершину пьедестала нереально трудно, потеря любого из международных стартов – серьезная угроза для карьеры. Добавляет драматизма и жестокая реальность современного фигурного катания. Карьеры лучших фигуристок длятся всего несколько лет, если за это время не успеть вписать свое имя в списки победителей крупных турниров, то запросто можно оказаться в забытье. Даже несмотря на мировые достижения и рекорды в книге Гиннесса. Правила игры таковы, что на место тех, кто не смог победить, всегда приходят новые, моложе, прыгучие, по-спортивному злее. А ведь гениальность тех же Щербаковой и Трусовой не вызывает сомнения, и подтверждается не только великолепными прокатами, но и мнением таких авторитетных специалистов, как Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин. И вот эти самые гениальные российские фигуристки могут уйти, так и не дождавшись больших побед. Федерация должна действовать. Неопределенность, с головой накрывшая фигурное катание, бросает вызов не только фигуристам, но и тренерам. Наставникам придется выступить в роли психологов, чтобы мотивировать подопечных на ежедневные упорные тренировки, когда относительно ближайшего будущего нет никакой ясности. Понятно, что остановить вирус не в силах никто. Но кое-что руководители российского фигурного катания все-таки сделать могут. Федерации стоит серьезно подумать, как обеспечить фигуристов практикой в преддверии чемпионата мира, причем потенциальные старты должны обладать серьезным призовым фондом, чтобы поддержать фигуристов как материально, так и морально. Иначе массовый отток фигуристов не заставит себя ждать. Ледниковому периоду никакой вирус не страшен.